Мы в эфире. Все, Владимир, начинайте. Мы в эфире уже. Добрый вечер всем. Мы в прямом эфире с темой «Мужчина в любом возрасте обязан быть сексуально здоровым». Демонстрации экрана нет, извините, черный экран. Ну, вот у меня демонстрация есть. Но пока черный экран, ничего нет. Ну, отключите заново, включите демонстрацию. Хорошо. Совместное использование. Да, вот сейчас есть. Сейчас подаю. Вот сейчас есть? А сейчас заставка есть? Ну, я вижу ваш экран, Zoom, вход, самой презентации не видно. Вот сейчас я сделал. Запустили демонстрацию экрана. Ну, я вижу ваш экран, Zoom написано, но презентации самой нет. Что вы хотите нам показать? Ну, вот я вышел в Zoom, нашел ту презентацию, которую хочу. Вот она у меня сейчас есть на экране. Но она не отображается на экране. Презентации нет. Так, что нужно сделать в настройках? Ну, тут нет никакой презентации, мы видим ваш экран. И все. Я понимаю, но вот что мне нужно делать? Настройки видео. Открыть, не надо никакие настройки, просто открыть презентацию. Вот сейчас черный квадрат. Вот у меня написано, что вы запустили демонстрацию. Остановить демонстрацию красной кнопкой, все. Ну да, но я вижу ваш экран, но сейчас черный квадрат, никакой надписи с вашей презентацией нет. Ну, мое изображение, как мне, вот видите, я сижу. Это видно. Видео ваше есть. И я вижу, написано Zoom, и все. Презентации вашей нет. Вот давайте так, вот сейчас все у вас видно, рассказывайте. Да, вот я демонстрация экрана. Ну, вот. Вот сейчас есть демонстрация экрана, мужчина в любом возрасте обязан быть сексуальным. Вот, значит, вот я просто неправильно запускал, все понятно. То есть дальше вот тогда будет все видно, да? Вот следующий слайд тоже видно. Да, видно. Все, ну хорошо, тогда я начинаю. Еще раз добрый вечер. Я в эфире с темой «Мужчина в любом возрасте обязан быть сексуально здоровым». Тема актуальная, важная для мужчин в наше время, поскольку это касается любого мужчины, неважно, в каком возрасте находится. Если он уже имел секс, то рано или поздно он столкнется с проблемой, почему в каком-то возрасте у него начинает ослабевать его мужская сила. И проблем здесь много. Я хочу сразу заявить, что я не врач, поэтому не буду касаться таких определенных терминов, которые, в принципе, в компетенции врачей. Я, прежде всего, потребитель. И моя история такая, что я столкнулся с очень серьезной проблемой, с ухудшением сексуального здоровья. Пришлось пройти по врачам, пока не принял решение воспользоваться той продукцией, которая есть в нашей компании.
Поэтому я буду делиться своим успешным опытом применения такой продукции для решения этой деликатной для мужчины ситуации. Начну я с того, что хочу сразу сказать, что же такое здоровый в сексуальном плане мужчина. Я здесь несколько терминов, значит, запущу. Надеюсь, что здесь собрались взрослые мальчики и девочки, они не будут шокированы откровенным разговором на эту тему. Итак, сексуально здоровый мужчина – это тот мужчина, у которого хорошая эрекция. Сам процесс получения эрекции заключается в следующем. Когда мужчина находится в сексуальном возбуждении, то в пенис его поступает кровь, пещеристые тельца под этим процессом начинают расти, поэтому сам пенис превращается, увеличивается в размере, становится твердым для того, чтобы им воспользоваться для фрикции, то есть для возврата поступательных движений. Вот это, в принципе, состояние называется очень просто – эрекция. В процессе, значит, фрикции мужчина значит, заканчивает сексуальный акт своим эмоциональным таким взрывом, и в итоге из фаллоса, то есть этого возбужденного состояния пениса, выходит огромное количество жидкости, это называется эякулянт, это транспортная секреция из простаты, в которой находятся сперматозоиды. Выброс этого эякулянта достаточно мощный процесс. Есть исследование, что мужчина может таким образом выстреливать до 2 метров, такая струя, и напор достаточно большой. Дальше. Мужчина может вот этим процессом, значит, фрикции управлять, то есть замедлять темп, удлинять либо уменьшать сам половой акт. И, в принципе, это нормальное явление. И второе, в сексуальном плане мужчина может добиваться такого состояния несколько раз за интимную встречу. Вот эти основные понятия, которые, в принципе, важны для мужчины, если он хочет быть здоровым. Но по каким-то причинам есть объективные причины и субъективные причины, по которым мужчина начинает терять свою сексуальную силу. И здесь нужно понять, что нужно делать в этой ситуации. Значит, прежде всего, какие есть объективные причины, влияние, изменение которых может привести к улучшению его сексуального здоровья. Прежде всего, это проблема связана с нездоровым образом жизни, в который входит следующее понятие. Неумение противостоять стрессовым ситуациям. Это все влияет на уменьшение его иммунитета, снижение иммунных защитных функций, и это может сказаться в том числе и на эректильную функцию. Далее, в понятие здорового образа входит еще и очень важное понятие, чем и как питается мужчина. Важно понять, что любого человека, в том числе и мужчине в любом возрасте, должна определенная быть норма питательных веществ основных. Это витамины и минералы, полноценный белок, клетчатка, полиненасыщенные жирные кислоты, жиры и углеводы. Если он получает это все нормально в течение всего года, то у него нет дефицита никаких питательных веществ, а это очень важно понять, потому что наш организм – это прежде всего клеточная система, поэтому каждой клетке нужно доброкачественное питание, чтобы клетка росла, размножалась и выводила свои шлаки. Поэтому это касается любой нашей клетки, в том числе и клеток нашей предстательной железы, которая есть у мужчины. И третье понятие очень важное – это, конечно, занятие спортом, потому что наша жизнь – это движение, без него всякие застойные явления, в том числе и в области малого таза, где находится предстательная железа, от состояния которой и зависит сексуальная сила мужчины. И, конечно, в понятие здорового образа жизни не должны включаться такие понятия, как алкоголь, другие алкалоиды, самые вредные вещества, такие как никотин, кофе и в чае. Этим всем злоупотреблять нельзя. Потому что в одно время мне сказал уролог очень простую вещь. Владимир Сергеевич, если вы хотите, чтобы ваша предстательная железа работала нормально, не пейте ничего, даже пиво. Потому что наш организм устроен так, что 50% вредных веществ перерабатывает почки,
А все остальное, алкоголь, берет на себя предстательная железа. Поэтому злоупотребление алкоголем придет к тому, что вы будете подсаживать свою предстательную железу. Вот такие простые вещи, которые, в принципе, может любой современный мужчина выполнять, и постепенно у него может все вернуться в нормальное состояние, в том числе его сексуальное здоровье. Но, к сожалению, мужчины такие своеобразные. Мы начинаем тут сомневаться, и не всем удобно, не всем возможно свой образ жизни поменять на здоровый образ жизни. Но даже незначительные какие-то изменения уже могут привести к значительным изменениям в улучшении сексуального здоровья. Вот, к сожалению, моя история такая, что я довольно много времени, до 50 лет, особенно не обращал внимания на свое здоровье, в том числе и на сексуальное. В принципе, я женился, уже у нас появилось двое детей взрослых, 2 сына, все нормально. Но, допустим, но потом где-то после 50 лет я заметил, что у меня серьезные изменения в сексуальном здоровье. Прежде всего, это казалось на ухудшение, ослабление эрекции. Я пошел к врачу, к урологу, и врач мне сказал, ну что, Владимир Сергеевич, вы уже в таком возрасте, что это постепенно все затухает, поэтому это естественный процесс. Вот вам определенные там какие-то лекарства, анальные свечи, и, в принципе, я к этому отнесся совершенно спокойно. Если уж врач говорит, что это все возрастное, я думаю, что не стоит совершенно по этому поводу заморачиваться. Но прошло несколько лет, года на 2-3, и я заметил, что мне стало еще хуже. Мало того, что эрекция стала еще хуже, но обнаружил в крови и в экулянте кровь. Вот тогда я запаниковал, побежал сразу снова опять к врачу, и мне диагностируют страшный диагноз. Аденома предстательной железы 2 степени. Следующие шаги развития моего заболевания уже была бы онкология. То у меня был очень высокий ПСА, это такой маркер онкологии, он зашкаливал за 4 единицы при норме единицы. Поэтому мне назначили кучу лекарств, по-моему, 6 штук, длительного применения до полугода, то есть 6 месяцев нужно было непрерывно принимать эти препараты. Прежде чем их приобрести, решил поинтересоваться, какие есть противопоказания, какие есть там всякие другие нехорошие вещи, и пришел в ужас. Почти все препараты назначаются, ну, их нужно применять в то время, когда не очень-то удобно. То есть в вечернее время нельзя их заниматься сексом, если применяем эти препараты. Более того, они всем дают побочные эффекты: аллергии, расстройства желудочно-кишечного тракта, сердечная аритмия, заболевания сердечно-сосудистой системы могут возникать. Кроме того, основной препарат, который был назначен в качестве вот основного продукта выбора, имел очень нехорошую негативную оценку. На реестре фармацевтических препаратов Российской Федерации этот препарат был запрещен в США как препарат, который может вызывать развитие рака предстательной железы. Вот я просто был в шоке. Ну как же так? Я хочу избежать этого заболевания, а тут, оказывается, может быть, один из побочных эффектов быть и такой. Поэтому я со всей этой историей пошел к нашему врачу Николаю Андреевичу Гусакову, сказал, вот такая ситуация, что мне делать? Ну, он говорит, а что, говорит, берите наш препарат Саваль, и постепенно вы все проблемы решите, и в первую очередь вы сразу почувствуете, что у вас будет хорошая эрекция. Замечательно, думаю, ну, хорошо. Тогда еще был старый препарат, где нужно было применять по 2 капсулы 3 раза в день в течение там 3 месяцев как минимум. Я с этого начал, и буквально через где-то недели 2 я почувствовал, что у меня стала улучшаться эрекция. И один из симптомов, который, в принципе, всегда мужчин в этом ситуации волнует, это ночные походы в туалет. То есть они не держат, как называем, мы говорим, ночную мочу. Да, действительно, 2-3 раза за ночь мне приходилось ходить в туалет, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Так вот, на фоне применения препарата Саваль я эту проблему тоже увидел, что она решается. То есть я сразу почувствовал облегчение. То есть никаких ночных походов в туалет не было, улучшается эрекция, и я, в принципе, стал в течение нескольких, там, наверное, полгода-года, применяя этот препарат, увидел, что у меня уменьшается гиперплазия предстательной железы. То есть это разрастание предстательной железы. И почему проблема многим мужчин возникает в этом случае? Потому что она защемляет наши протоки у мужчин, моча, сперматозоид и так далее. Поэтому и
возникают такие проблемы, как мочеиспускание, задержка. И благодаря этому я, значит, решил, что если все так хорошо, тогда стоит его рекомендовать. И вот что же нам представляет этот препарат? Предстательная железа – это вот продукция Собаль. Как видите, здесь вот есть много, значит, показаний применению при нарушении мочеиспускания доброкачественной гиперплазии предстательной железы, аденомы первой и второй степени, профилактика простатита, инфекция мочевыводящих путей, импотенция, нарушение сексуальной функции. И вот последние два пункта очень важны. При частом употреблении спиртного, что, в принципе, для мужчин свойственно в наше время, и если мужчина за 40 лет. То есть достаточно хорошие показания для большинства мужчин, которые сталкиваются с такой проблемой. Активные компоненты здесь, понятно, какой-то масляный экстракт плодов Собаль. Вот. И тут еще есть экстракт листьев гингобилома и сульфат цинка, то есть цинк. А цинк, вы знаете, это вот стимулятор выработки мужского гормона тестостерона. Почему и, в принципе, возникают проблемы, потому что после 40 лет у мужчин возникает, значит, синтез этого гормона уменьшается и начинается разрастаться предстательная железа. И такой взаимосвязанный процесс в организме мужчины. Поэтому вот эти проблемы решить. Ну, вы все, наверное, понимаете, что современные люди, прежде чем, скажем так, идти что-то приобретать, они начинают искать информацию, подтверждающую, опровергающую в интернете. То же самое сделал я. Думаю, ну хорошо, если нам предлагают Собаль, какие-то факты, подтверждающие, что действительно Собаль – это классная вещь для решения проблем улучшения сексуального здоровья, либо это все ерунда. Конечно, мне такой мысли не было, но хотелось бы иметь подтверждение. И вот я начал гуглить с поиском Собаль в решении устранения, значит, импотенции и лечения простатита, и наткнулся на огромное количество статей, где опровергалось, что Собаль способен эти проблемы устранять. Я был, просто говоря, в шоке. Ну как же так? Швейцарская компания Доктор Юна, которая нам предлагает продукт Собаль Форте, и вдруг такая негативная информация. Ну, когда я внимательно посмотрел все эти вот негативные статьи, то я обнаружил интересную такую тенденцию, что, как правило, все они какие-то такие безликие. Кто проводил исследование, когда провел исследование. А в конце такой статьи была реклама какой-то своего продукта, который якобы решает проблемы решения сексуального расстройства мужчин. Ну, тогда я решил пойти по другому пути. Взять и поискать статьи, где не такое название Собаль, а латинское, другое название, именно по латинскому названию. И вот что я обнаружил, что, оказывается, есть исследования у нас достаточно широко, они сделаны нашими врачами. Сейчас я покажу вот эту статью. Вот, минуточку. В 2007 году группа специалистов в урологической клинике Института Сеченова делала такое вот исследование. Они применяли простомол уна, который входит, основной компонент это простомол, это самый Собаль экстракт Сценария репенс, где они показывают, что наиболее выраженное улучшение от лечения возникает на ранней стадии, когда применяется этот препарат, содержащий Сценария репенс. В течение 3 месяцев есть серьезные, скажем так, показатели, которые позволяют его применять и достаточно, скажем, уверенно, не видя никаких отклонений. Эта статья, значит, она также была еще продублирована в другом источнике. Есть такое медицинское сообщество, вот, национальная биологическая информация, где в течение 15 лет та же группа ученых
медиков, она исследовала применение этого препарата Простомол Уна, значит, вот применяя всего лишь одну свою капсулу 320 мг с этим веществом, и они наблюдают серьезные показатели, позволяющие заявить, что действительно это препарат, который способен влиять на уменьшение гиперплазии и улучшение показателей для тех мужчин, которые заболевания с мочеполовой системой. Поэтому вот, скажем так, я на себе, на большом количестве моих мужчин, которым я предлагал Сабальфорта, убедился, что действительно это так. Наш препарат работает великолепно и работает, значит, без всяких побочных эффектов. И я, если, в принципе, вот в таких статьях, которые очень важны для медиков, которые напечатаны в каком-то журнале, даны на сайте, где обсуждаются исследования между врачами, это очень важный, скажем, для нас, ну, скажем так, аргумент, позволяющий нам заявлять, что это действительно признано в мировом медицинском сообществе. Но в то же время мне было интересно сравнить наш препарат Сабальфорта с тем препаратом, который вот исследуют наши ученые. Это вот Простомол Уна. Я вот, в принципе, сделал такое небольшое исследование, где как раз показывается, что же такое Простомол Уна с точки зрения состава и качества, и наш препарат Сабальфорт. Прежде всего, нужно сказать, что экстракт пальмы сабали, который есть Простомол Уна, это спиртовой. А вы знаете, а наш масляный, вот, с точки зрения биологической усвояемости, то масляные экстракты более ценны с точки зрения этого, а все остальное ниже. Вы знаете, что единица или 100% это биоусвояемость, если препарат вводится непосредственно в кровь, то есть в вену. А дальше уже по шкале идет масляные экстракты, а все остальное еще ниже. В то же время, почему нужно сделать акцент на то, что Простомол Уна это спиртовой экстракт. Спирт, в принципе, не интересен с точки зрения применения в урологии, потому что это, в принципе, вредно для самой предстательной железы. Поэтому даже доза их применения Простомола Уна, там всего одна капсула. Может быть, из-за этого. Но в любом случае, дальше я сравниваю по количеству активного вещества в нашем препарате и в Простомол Уна. Дальше потом пересчитываю с учетом концентрации и в итоге сравниваю по цене. То же самое активное вещество, что есть в Простомол Уна, но нужно взять здесь 2 капсулы, а нашу только одну. И то цена у нас в этом случае будет ниже. Цена здесь указана с учетом того, что наш препарат я предлагаю по цене дистрибьюторской. Вот, поэтому, в принципе, даже сравнивая те препараты, которые есть на рынке, в том числе и Простомол Уна, мы видим, что наш препарат лучше и по цене, и по качеству, и по биологической усвояемости. Ну и еще тут есть 2 важные вещи. В нашем препарате присутствует еще цинк, который стимулирует выработку мужского полового гормона тестостерона, и присутствует экстракты гинкобелома. А гинкобелома, он, вы знаете, способствует увеличению кровотока, что очень важно, потому что наша предстательная железа находится в области малого таза, а там довольно слабый кровоток. Поэтому без этого не будет процесса, значит, наполнения пищеварительных телец пениса, чтобы была хорошая эрекция. Поэтому с точки зрения даже вот этого сравнения понятно, что наш препарат лучше, и на сегодняшний день ничего лучшего в этом плане для лечения заболевания предстательной железы не существует. Конечно, можно найти где-то в мире и лучшие препараты, но нужно понять, есть ли они у нас в России, сертифицированы ли они, сравнить, как они попадают на наш рынок, потому что, скажем, современный препарат Простомол это уже дженерик, то есть делается на нашем сырье, по нашим технологиям. Поэтому говорить о том, какое сейчас качество, это уже не тот, который был 15 лет тому назад. А наш препарат, вот такая, скажем,
простая информация для вашего сравнения. И я вам советую, в принципе, всегда подходить к такому анализу. Находить статьи, которые напечатаны в каких-то печатных изданиях, подтверждающие, что данный состав какого-то препарата соответствует мировым исследованиям в этой области. Давайте дальше посмотрим, что же еще есть нам нужно для здоровья мужчин. Вот, в принципе, важно понять, что предстательная железа находится у нас в нижней части области пищеварительного тракта. Своей задней стенкой касается прямой пищеварения, прежде всего проблема дефекации, то патогенная микрофлора, которая там скапливается в прямой кишке и вообще в кишке, нужно иметь в виду, что при воспалительном процессе предстательной железы необходимы препараты, которые, ну, скажем, будут бороться с этим воспалительным процессом. Поэтому в этом плане рекомендуется и вот такой препарат, как наш, это вот экстракт грейпфрутовой косточки. Поэтому он всегда нам помогает в таких острых ситуациях, когда нужно быстро удалить воспалительный процесс в нашем организме. С этой целью можно применять и масло чайного дерева. Вот. И третий препарат, который, в принципе, относится к базовым, это вот нигенол. Я более подробно остановлюсь на этом препарате, потому что, ну, скажем так, он нам важен не только для решения проблем с воспалительным процессом предстательной железы, но и вообще во всех воспалительных процессах, которые есть в нашем организме. Неважно, это будет у нас респираторные заболевания, либо, допустим, в воспалительном процессе в наших суставах, там, артрит или артрозы. В любом случае, нигенол, в состав которого входит черный тмин, увеличивает, значит, количество противовоспалительных. Поэтому это препарат нигенол для лечения заболеваний предстательной железы назначает параллельно с применением базового препарата. Продукта выбора – это вот простому, извините меня, Собаль Форте. Тогда быстрее прекращается воспалительный процесс. Применять долго не надо. Сам нигенол применяется в течение 2 недель по одной капсуле 2 раза в день, а Собаль Форте применяется первые 2 недели по 2 капсулы 3 раза в день, а потом в следующие периоды, там, в зависимости от программы 2 и 3 месяца, по одной капсуле 3 раза в день. Вот. Дальше, что еще может быть у мужчины быть? Вот, к сожалению, есть такой процесс, как задержание мочи, пассаж мочи. То есть не все выходит из мочевого пузыря. Там тоже возникают патогенные микрофлоры, которые нужно быстро уничтожить, потому что это, в принципе, может быть занос и предстательную железу. Поэтому в этом случае мы назначаем препарат как феноцея пурпурная, то есть наш препарат иммунфит. Дальше еще тут я остановлюсь на препарате цистамин. Если есть заболевание урологического инфекции, это может быть даже какие-то там, ну, то есть когда применяют антибиотики. Ну, в данном случае тогда работает цистамин очень хорошо. Но единственное, что нужно иметь в виду, что цистамин назначается у нас в случае, когда выводятся камни. Ну, камни у мужчин, они всегда проблематичны. Их сначала нужно дробить, а потом только уже выводить, когда они в состоянии песка. И то это все под наблюдением врача. Поэтому я говорю только о том случае, когда есть воспалительные процессы, больше ничего. Ну и если есть у мужчины болевые ощущения, а я скажу следующее, что болевые ощущения у мужчины в области простаты очень сильно, это считается 3-й по силе боль после сердечных и боли в почках. Мужчина эту боль не выдерживает, теряет сознание, его приезжает скорая помощь и выводит из такого шокового состояния. Ну вот такой набор продуктов, в принципе, поможет вам сориентироваться, если перед вами будет мужчина, у которого есть проблемы не только с плохой эрекцией, но и еще есть проблемы с заболеванием мочеполовой системы. И вот такая табличка, где здесь показаны все наши препараты, о которых я говорил. Значит, основной продукт выбора – это вот Собаль Форте и нигенол. Вот справа вы видите рамочку, где здесь написано, что базовый курс на 2 месяца, Собаль Форте 4 упаковки и нигенол. Значит, еще раз повторяю, если этот продукт мы берем в качестве, если такой набор берем, то тогда здесь 2 месяца, первые 2 недели Собаль Форте и нигенол применяем мы по
такой форме, то есть Сабайфорте по 2 капсулы 3 раза в день, 2 недели. Нигенол параллельно применяем по 1 капсуле 2 раза в день. А после 2 недель прекращаем применять нигенол и применяем только Сабаль, но уже по 1 капсуле 3 раза в день до конца курса. Там, в принципе, получается чуть больше, чем 2 месяцев, но не важно. В любом случае, я всегда говорю мужчинам, оставьте на всякий случай хоть немного Сабальфорта, в том случае, если увидите, что у вас опять начинается ухудшение сексуального здоровья. Но это вот базовый курс позволяет мужчине получить устойчивый терапевтический результат. Потом можно сделать перерыв, скажем, там, ну, сколько вы хотите, там, неделю, 2, 10, месяц, у кого как. Если то, что мы добились в течение 2 месяцев, мужчина устраивает, можно больше пока ничего не применять. Но практика показывает, что 2 раза в год, перед весной или перед осенью, 2- или 3-месячный курс этих базовых препаратов нужно пройти, чтобы улучшить то состояние, которое есть, и его поддерживать. Но в любом случае, я всем рекомендую именно к этому курсу придерживаться. Что касается цены, вот скажем так, 17 737 рублей, первоначально для мужчины, или кому предлагаем, ну, кажется страшно большим и дорогим. Но здесь нужно, скажем так, понять, что мужчина до встречи с нами, да, когда мы предлагаем наш курс, имел огромное количество проблем, связанных вообще со здоровьем, не только сексуального. Так, я пока остановлю презентацию, вот, потому что здесь поговорить нужно на эту тему. Поэтому... Да, и, Владимир, здесь вопросы есть, можно будет тогда задать? Давайте в конце, я потом дам вам время, вы зададите вопросы. Хорошо? Хорошо. Вот, значит, получается, что в течение всей своей жизни мужчина накапливало огромное количество проблем, связанных с своим здоровьем. Это как клубок, на который наматывались бесконечно ниточки, связанные с его нездоровым образом жизни, неумением приносить стрессовые ситуации, незащищенный секс, заболевания сердечно-сосудистой системы и так далее, и так далее. То есть клубок состоит из огромного количества этих плотных ниточек, которые ему трудно их, скажем так, оторвать. А разрубить клубок не получится, потому что это связано с его здоровьем, с его организмом. Поэтому только летальный исход приведет к уничтожению клубка проблем. Но когда мы предлагаем эту программу, то тогда возникает очень интересная ситуация. Мы постепенно начинаем этот клубок распутывать, ниточки сами собой исчезают, и мужчина приобретает то, что ему нужно, для чего он, в принципе, и должен приобрести этот набор продукции. Улучшение его всего здоровья, и в том числе сексуального, и решение проблем, прежде всего, с эрекцией. Поэтому, когда мы предлагаем, значит, такой набор продукции, мы должны прежде всего ориентировать его на те ценности, которые нам дает этот продукт. То есть пока на весах как бы вот есть та цена, которая его пугает. А если мы дальше предложим ему сравнить и те показания, которые приведут к улучшению состояния, и в то же время он получит еще секс, где он становится регулярным, мощным, эмоциональным, то, в принципе, уже цена не будет так уже пугать. То есть вот эти весы, которые я вам предлагаю, как бы сравнивать ценности, которые мы даем за такую цену, они уравняются. А вот следующий шаг, когда мы можем еще на весы, на правую чашу повесить еще другие, скажем так, достоинства нашего курса и нашей рекомендации, тогда это перевесит. А какие? Это прежде всего нужно мужчине сказать, что регулярный секс продлевает жизнь мужчин. Здесь есть таких 5 фактов. Прежде всего, если мужчина до какого-то, ну, скажем, до 65 лет занимается активным сексом и не бросает это занятие, то у него есть шансы продлить свою жизнь до 90 лет по сравнению с теми мужчинами, которые не занимаются до этого возраста сексом. Поэтому если мужчина сексуально здоровый до 65 лет, то у него есть шансы, что он продлит свою жизнь достаточно долго. Дальше. При накоплении сексуального напряжения, то есть при воздержании, выработка инсулина улучшает. А это, в принципе, приводит к такой важной вещи, как вот возможность влиять на сахар в крови. И поэтому эндокринологи считают регулярным занятие любовью, именно сексом,
как профилактика развития диабета второго типа. Третий факт. Достижение энергетического оргазма требует работы сеток мышц. Вот, к сожалению, интимные мышцы у мужчины, которые отвечают за фрикции, они трудно поддаются, скажем так, при занятии спортом. Нет таких серьезных упражнений, которые могут эти мышцы как бы вот дать им в хорошем тонусе. А при таком вот образе жизни, когда есть регулярный секс, тогда все нормально. Мало того, восстанавливаются капилляры. Есть такое понятие ангионогенез. То есть действительно будет еще и расти капилляры периферийной кровеносной системе. Четвертое. При занятии сексом прекращаются все боли. Поэтому, если, допустим, женщина предлагает мужчине заняться сексом, он отговаривается тем, что у нее болит голова, ерунда. Она может сказать следующую вещь, что, мой дорогой, при сексе у тебя все боли пройдут, в том числе и головная боль. И действительно такое есть. И еще количество антител возрастает. Это укрепляет иммунную систему и препятствует развитию сексуальных заболеваний. Вот когда вы на весы положите еще вот это вот достоинство, да, то есть 5 фактов о том, что секс продлевает жизнь мужчин, то это будет перевешивать чаши, где на другой находится стоимость нашего курса. И еще, если вы сообщите мужчине, что после того, как ты получишь первые результаты от применения нашей программы, начни рекомендовать этот курс своим знакомым мужчинам, чтобы они так же, как и ты, стал таким же здоровым, успешным и мог заниматься сексом. Тогда мужчина может на такой рекомендации этой программы еще иметь дополнительный доход. Если он порекомендует 5 своим знакомым мужчинам этот курс, то он тем самым вернет свои инвестиции, вот эти 17 737 рублей, получая при регистрации хорошую мотивационную премию. Вот поэтому вот такие вот аргументы, как показания применения, что секс для него станет регулярным, мощным, эмоциональным, 5 фактов о том, что секс продлевает жизнь мужчины и еще есть возможность иметь дополнительный доход от рекомендаций этой программы, как раз в его глазах эта сумма уже не кажется такой большой, и он ее, скажем так, будет принимать адекватно. Вот, скажем так, если говорить кратко об этом курсе и вообще, в принципе, о проблемах, которые есть у нас при решении этой деликатной проблемы. Поэтому, если у мужчины все нормально, он будет заниматься сексом, и предстательная железа должна работать постоянно, никакие застойные явления не будут и не возникать, и жизнь его будет комфортная, долгая и счастливая. Вот, если так кратко о том моем успешном опыте применения данной продукции. А сейчас я готов услышать ваши вопросы. Давайте, задавайте, Юлия. Владимир, спасибо большое. Здесь вас все благодарят за то, что вы делитесь опытом личным. И вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, за какой период наступило улучшение, вот выздоровление? Значит, Какой период? Да, я вас понял. Значит, смотрите. Да, я вас понял, Юлия. Значит, смотрите, у меня была основная цель, значит, устранить причину гиперплазии. Как говорят некоторые специалисты, если что выросло, то уже трудно срубить, как растение. Но на самом деле не так. Можно влиять на гиперплазию, то есть уменьшить это вот ее, да. Значит, в первые 2 месяца я улучшил, прежде всего, то, что у меня стало лучше эрекция раз, прекратились ночные походы, и стала уменьшаться доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Она у меня уменьшилась примерно на 15% за полгода. Потом я прекратил применение препаратов, как бы наблюдал, как я могу долго это состояние поддерживать, такое хорошее. А потом снова к нам появился новый продукт форма Sabay Forte, там уже меньше концентрат, да, по 1 капсуле 3 раза в день, да, то я добился еще уменьшения. То есть у меня сейчас по отношению к первоначальному состоянию примерно на 25% уменьшилась гиперплазия. Но она, в принципе, меня не волнует. То есть у меня все процессы, связанные с эректильной функцией, нормально, у меня хорошая эрекция. И мне сейчас 70 лет, поэтому представьте себе, мужчина, который моложе меня, ему проще, быстрее достичь хорошего результата, вернуть былую мужскую силу. Я ответил на ваш вопрос? Я надеюсь, да.
Это же я читаю из Хорошо. чата. Еще подскажите, пожалуйста, Владимир, Да. в какой период мужчине вообще надо обратить внимание? Потому что очень у многих простатит бывает еще в юном возрасте, они на это не обращают внимания, обращают внимание уже в более взрослом возрасте, скажем так, когда начинаются какие-то проблемы. Мужчины ведь не любят ходить в больницу, к врачам. Как вот этот поймать то время, когда необходимо заняться своим здоровьем, чтобы не было Да, поздно? хорошо. Да, вот я действительно забыл об этом сказать, что первый признак, когда мужчина должен задуматься, что не все хорошо у него с сексуальным здоровьем, когда напор мочи стал меньше. Когда он писает, струя стала меньше угол, вот это первый признак, что что-то там не так. А то, что дожидаться, когда там станет плохая эрекция, да еще это какие-то будут там боли, да еще кровь появится, это уже катастрофа. То есть это уже, конечно, тоже в этой ситуации можно справиться, но это просто будет длительный процесс, длительный курс лечения и более дорогой, чем, допустим, первые признаки. И вы правы, что, к сожалению, есть такая неутешительная статистика, что первые признаки расстройства, сексуального расстройства у мужчин возникают уже в 24 года. Раньше была статистика ближе к 40 годам. К сожалению, вот такая. Но это потому, что сейчас современная молодежь такая своеобразная, незащищенный секс, употребление всякой наркоты, это приводит как раз к ослаблению всего организма, и в том числе и сексуальных возможностей мужчин. Так, еще какие вопросы есть, пожалуйста? Сейчас пока я не вижу. Игорь, посмотрите, есть Да, там в еще? Инстаграм тут несколько вопросов таких Да, прям пожалуйста. на злобу дня. Хорошо, давайте. Прям вот первый вопрос. Владимир, а у вас сейчас вот регулярный секс сколько раз у вас в неделю? Мне хватает одного раза в неделю для моего А? возраста. Да, одного раза А в неделю. жене? Ну, жене, не знаю, устраивает пока. Мы уже Вот, и пенсионеры глубокие, поэтому как бы вот уже вполне достаточно. Вообще в моем городе такая есть рекомендация. Не реже одного раза в неделю. и вот вопрос по поводу алкоголя. Вы говорили, что алкоголь вреден, да? Я правильно вас понял? Вообще алкоголь для всего организма вреден, поэтому умеренное употребление алкоголя, ну, меньше пагубно, чем, допустим, злоупотребление. Поэтому, а для предстательной железы, он вообще нехороший продукт. Поэтому, ну, скажем, если есть возможность избежать употребления алкоголя, даже пива, хорошо. Если нет, значит, нужно применять препараты, которые нейтрализуют воздействие Нет, тут на наш приводится организм. другой пример по поводу вот, горных народов, которые воду не пьют практически, да, а регулярно употребляют красное вино. И вот есть такая рекомендация, что красное вино прям очень Да, приятно. лучше пить красное вино, чем белое, лучше пить красное вино, чем спирт и другие более крепкие напитки. Но обратите внимание на жителей Кавказа, что они едят во время застолья. У них огромное количество овощей, зелени и, главное, что белковой пищи, мяса. Поэтому, если мужчина выпивает и ничего не ест, и тем более не ест белковой пищи, то алкоголь очень долго будет находиться в его организме. Поэтому надо просто иметь в виду, любое застолье должно быть содержать большое количество мясных продуктов, овощей, фруктов и зелени. Тогда нейтрализация алкоголя будет в организме быстрее. И вот такая рекомендация. Я тоже с этим не мог никак согласиться, но вот встречаясь с грузинами, абхазцами, там, вот они такую вещь сказали. Да, у них вот любое застолье – это обильная еда в течение. И они пьют не сразу много, а постепенно выпивают большое количество, но очень по течение нескольких часов. Поэтому организм успевает переработать такое большое количество алкоголя. Вот мой такой ответ на ваш вопрос, Игорь. Но это не Еще мой какой вопрос. Ну да, И ну последний вопрос, да. связанный с продлением жизни. Вот вы сказали, что секс продлевает жизнь. Тут народ пишет, что наоборот сокращает, потому что секс – это большая отдача энергии. Вот, и мы ее отдаем, и как бы опустошение Ой, происходит. какие наивные. Мы не отдаем энергию при сексе, а обмениваемся энергией. В процессе полового акта мужчина и женщина испытывают огромное количество приятных ощущений. Появляются гормоны счастья и радости, обновляется кровь. Вы представьте, когда мужчина испытывает оргазм, то давление его артериальное 200-220 единиц.
Представляете, какой мощный выброс свежей крови происходит. Поэтому, конечно, злоупотребление в том числе и сексом не должно быть. Все по мере того, как возникает сексуальное возбуждение, нужно его реализовать. Но для второго мужчины нет проблем, он может в течение дня несколько раз. Для меня, в моем возрасте, достаточно одного раза в неделю. Для кого-то это может быть не норма, может быть больше, но все индивидуально. Но в любом случае, секс для мужчины продлевает его жизнь, совершенно однозначно. Вот такой мой ответ, Игорь. Спасибо большое. Это реально очень интересная тема. Я думаю, здесь спрашивали, будет ли запись. Запись будет по этой же ссылке, поэтому все, кто не успели или пришли не вовремя, вы сможете пересмотреть с самого начала, потому что есть над чем подумать. И здоровье мужчин – это на самом деле очень важно, потому что надо возраст продлевать, и возраст жизни, и возраст сексуального здоровья мужчины. Поэтому пересмотрите эту тему. Если вы нас смотрите в соцсетях, поставьте лайки, пожалуйста. Поделитесь этим на своих страничках. Если вы смотрите на других, сейчас я покажу, наверное, да, где нам заполнять заявочки, чтобы люди видели. Сейчас, секунду. Потому что очень часто возникают вопросы, где оставлять заявки. Так. Вот смотрите, если вы смотрите на этом сайте, и вы внизу видите вот такую табличку, скажем так, анкету, вы заполняете заявку. Если у вас остаются вопросы, если то, что Владимир рассказывал, вам интересно приобрести, вы можете заполнять фамилию, имя, отчество, номер телефона. Если Россия, то вы заполняете +7 900 и так далее. И электронную почту. Если вы из другой страны, вы заполняете плюс номер страны, код страны и свой номер телефона. И укажите, пожалуйста, Viber, Telegram, WhatsApp, что у вас есть. Вот здесь вот есть такие кнопочки. Просто нажмите на них, чтобы было понятно. Нажимаете вот сюда на кнопочку «Я даю согласие» и «Отправить». Запись на этой странице будет еще лежать, поэтому вы сможете посмотреть. Еще у нас здесь много всего интересного. Вы сможете посмотреть и сам сайт, и еще у нас есть вот такой сайт ЗКБВ. Чтобы, вот смотрите, 4 буковки. Здоровье, красота, благополучие, Вивасан. Если вам интересно, вы можете просто вбить эти буковки и посмотреть. Так что спасибо большое, Владимир. Оставляйте заявки, если вам интересно, и ставьте лайки. Так, ну а я, в принципе, еще не закончил, потому что у меня еще есть 2 бонуса, как было заявлено. Это упражнение для улучшения кровотока в области малого таза. И вторая тема, краткая такая, мне сказать о линии Вивако. Тогда я прихожу, к нашим бонусам. Итак, по поводу упражнений сейчас я вам покажу, что это такое. Есть 3 упражнения. Если мужчина их будет делать в течение, дня, хотя бы 1 раз, тогда, сейчас я долистаю тут вот. Вот, первое упражнение очень простое. Это 50 глубоких приседаний. Если мужчине трудно делать без всякой опоры, то он может просто поставить стульчик или облокотиться, или, скажем, одной рукой держаться за стену и делать эти приседания. Важно, чтобы они были глубокие, то есть до тех пор, пока он может приседать. Вот как показано на картинке слева, где мужчина делает такое глубокое приседание. И таких приседаний нужно делать 50 раз. Если в течение дня хотя бы раз он такую сессию сделает, очень хорошо. Если делать 2-3 раза, еще лучше. Я думаю, что для такого упражнения не нужно никаких особых приспособлений, тренировочных каких-то залов и так далее. В домашних условиях или на работе всегда это можно сделать. Второе упражнение более сложное, то требуется коврик. Это ползание ягодицами по ровной поверхности пола. Очень просто. Коврик. На коврик садится мужчина на ягодицы, сгибает в колени 90 градусов, стопы находятся на коврике и начинает передвигать то левую, то правую ягодицу, перемещаясь до конца коврика, потом переворачивается и движется в другую сторону. И так вот в течение 15 минут. Упражнение довольно простое, доступное любому человеку,
Ну, может быть, в офисе неудобно делать, но дома совершенно спокойно он может себе такое позволить упражнение. И третье упражнение, вот когда человек сидит на стуле, вот здесь показана с левой стороны картиночка, женщина сидит, да, значит, одну ногу мы перекладываем стопу на другую ногу и надавливаем на коленную часть локтем. И в таком позе мы зафиксируемся на 30 секунд. Потом меняем ноги и то же самое еще 30 секунд делаем другой ногой и рукой. Вот все эти три упражнения, они, в принципе, нам позволяют достичь только одной цели – увеличить кровоток в области малого таза. Это не только важно для мужчины, чтобы увеличить, значит, кровоток для предстательной железы и для его пениса, чтобы был хороший, значит, фалос для фрикции, но и для женщин, потому что у них тоже есть застойные явления в области малого таза, там по гинекологии тоже проблемы есть, поэтому застойные явления в области малого таза, как для мужчин, так и для женщин, важно устранять. А эти три упражнения простые и доступны любому человеку, и выполнять их можно каждый день по 2-3 раза, как получится, ну хотя бы по одному разу. Вот что касается упражнений, все ли вам понятно? Есть ли вопросы? Полагаю, что нету. Тогда я перехожу ко второму бонусу. Я хочу вам... Мне попросили меня рассказать о линии мужской косметики Вивако. Поэтому я сейчас запущу эту, значит, демонстрацию другого слайда, где более подробно поговорю о этой линии. Так, минуточку, сейчас я тут закрою эту. Ну вот, я вижу эту демонстрацию. Сейчас буду рассказывать, но очень коротко, потому что уже достаточно много времени прошло. Здесь нужно прежде всего говорить о мужской коже, особенности ее по сравнению с женской кожей. Что здесь важно иметь в виду? Что мужская кожа отличается от женской кожи, прежде всего, что она, ну, более плотная, поэтому требует более такого... Владимир, демонстрация не видно ничего. Да, только... сейчас, минуточку, сейчас, извините. Ой. Извините, сейчас я еще раз войду, не получилось. Сами слайды запустите. Да, сейчас я... Угу. Значит, смотрите, вот особенности мужской кожи, она более плотная, поэтому верхний слой... Темный экран. Видно, извините, да? темный, не видно. Ой, сейчас. А сейчас видно? Нет, показывает только Zoom. Страницу браузера видно.
Владимир, вы нас сами... Ага, все, вот Есть? сейчас появляется. Угу. Все это дело. Извините, я тут обучаюсь параллельно. Хорошо. Значит, сейчас я запущу. Вот теперь нам видно все, да? Да. Вот, значит, еще раз по поводу, значит, особенностей мужской кожи. Она более плотная, эпидермис ее такой рыхлый, поэтому требуется более глубокая ее очистка, а вот именно отроговевшей верхней части эпидермиса. Дальше, мужская кожа, скажем так, имеет мелкую симу сосудов, поэтому они более ближе к коже находятся. Поэтому если у мужчины видите красный фиолетовый оттенок носа или кожи на его лице, это не значит, что он пьет или курит. Это просто особенности мужской кожи. Дальше, у мужской кожи она более гипертрофирована, то есть более сильно работают сальные железы, поэтому она требует более глубокой очистки. И у мужской кожи более низкая кислотность, поэтому она подвержена большему воздействию, значит, микробов. Поэтому вот верхний слой эпидермиса. Поэтому вот нужно все это учитывать при выборе продукции по уходу за мужской кожей. И, в принципе, мужчины, они консервативны в выборе продукции для специального ухода за кожей. Для них понятие как дневной крем, ночной крем совершенно непонятный и неприемлем. Или, допустим, крем для век, или какой-нибудь пилинг. Это вообще, в принципе, мужчина как-то вот серьезно не воспринимает. Конечно, не все мужчины, есть специальные косметические компании, которые выпускают линию по уходу за мужской кожей, где есть как раз и дневные, и ночные кремы, есть пилинги, есть всякие другие средства для ухода за губами, за веками. Все это есть. Ну, поэтому вот учитывая такую мужскую, скажем, такую консервативность при выборе средств по уходу за кожей, мужчина все-таки останавливается только на одном средстве. Это для ухода за кожей в процессе бритья. И вот учитывая такую вот консервативность мужчин, брендовые компании, выпускающие продукцию для ухода за кожей для мужчин, как можно больше входит активных компонентов, средств для ухода за кожей во время бритья. И вот наша компания как раз предлагает такую линейку, это продукция Виваку, где вот эти вот особенности мужской кожи очень хорошо учитываются. Причем это линейка для ухода за всей кожей лица. Если вы ухаживаете только за кожей лица, шеи и декольте, то те проблемы, которые у вас есть, скажем, на других участках кожи, скажем, на пятках, да, есть трещинки, то именно уход оттянет на эту зону, и тогда все, что наносит лицо, не совсем будет удачным с точки зрения для всей кожи. Поэтому вот линейка Виваку. Смотрите, значит, прежде всего нужно начинать с простого средства. Это вот универсальный гель для душа, для волос и для тела. Достаточно устойчивые и хорошие компоненты здесь находятся, они причислены. Поэтому я только замечу свое, скажем так, свое отношение к этому продукту. Он очень ударный, очень его хорошая такая вот консистенция. Достаточно небольшого количества этого средства, чтобы нанести на всю кожу всего тела и даже применять его в качестве шампуня. Единственное, что шампунь здесь будет действовать только хорошо для кожи жирной волос и для нормальной. Для сухой уже будет не очень хорошо, потому что он, этот гель, очень хорошо вымывает жир. После того, как мы применяем этот продукт, то на теле кожи мужчины вот остается такая тонкая пленочка за счет верхних поверхностных компонентов, которые предохраняют кожу его в течение всего дня от того микробного воздействия, которое может быть в течение дня на кожу мужчины возникать. И очень приятная отдушина. Она такая легкая, ненавязчивая, с изысканным таким парфюмом, который, в принципе, будет приятен ему и тот, кто будет его окружать.
Дальше, по поводу ухода за деликатной зоной подмышечной. Там очень такая деликатная зона, там нельзя применить очень такие консервативные, не консервативные, а серьезные препараты, которые совершенно устраняют потовой обмен, потому что это зона, где мы можем с потом выводить из организма лишнее тепло. Поэтому совсем прекратить этот процесс нельзя. Поэтому это вот шариковый дезодорант как раз эту деликатную проблему решает. То есть не совсем будет прекращена деятельность этих потовых желез, а в то же время значит, те компоненты, которые входят в его состав, будут великолепно устранять ту патогенную зону, которая образуется в этой области, придавая, значит, нам комфорт и приятный тоже отдушин. Следующий продукт, который, в принципе, нам тоже интересен, это вот лосьон, крем для бритья лица и тела. То есть его может еще использовать и женщины, если хотят устранить какой-то лосьонный покров на своей коже. Вот я более подробно становлюсь на этом продукте, потому что он, скажем так, не очень понятен, как им пользоваться даже для мужчин. Все мужчины, которые бреются, они используют пенку для бритья. Взбивают ее и наносят на кожу, и дальше начинают бритье, если пользуются станком, то есть механической бритвой. Ну вот в связи с тем, что пенящие средства, они не очень хороши для кожи, поэтому современные компании, производящие продукты для бритья, стали выпускать именно такие кремы для бритья. Что же это такое? Это не пенка, значит, она наносится на кожу перед бритьем, массируется и не смывается, если бритье механическое. То есть это средство будет использоваться как вот такое легкое скользящее средство, позволяющее легко и плавно привести само бритье. Но когда эта пенка, когда этот крем находится на коже лица мужчины, то она очищает кожу, она делает более мягкие, значит, саму щетину. И самый такой любопытный момент, что вот такая есть неприятная вещь. Значит, волоски вырастают в поры на коже, и выбривать это очень тяжело. А вот это средство, крем для бритья, способен вот устранить эту проблему. То есть волосы выходят из пор, и тогда бритье будет легкое даже в этой ситуации. А если применяется электрическая бритва, то это вот крем нужно просто, когда он на коже находится минут 5, просто смыть его, и тогда бритье электрической бритвы будет очень тоже комфортно. То есть вся кожа очищена, она готова к такому воздействию даже механической электрической бритвы. Ну и нужно еще иметь в виду, что когда вы наносите на кожу такой продукт, как крем для бритья, то мы питаем кожу, увлажняем и еще защищаем ее. И процесс бритья в этом случае у нас будет еще и позволять лечить кожу. Ну и, наконец, нужно остановиться еще и на таком замечательном продукте, как, значит, крем после бритья, эмульсия. Значит, в любом случае, любой бритье должен заканчиваться обеззараживанием кожи. Даже если вы после того, как вы применяли и такой средний продукт, который я раньше говорил, это вот крем для бритья, то микропорезы будут. Даже электрической бритвы, они видны. Поэтому нужно кожу обязательно обработать такими средствами, средством после бритья. Они не раздражают кожу, они не вызывают покраснения после бритья, а в то же время это как бальзам после бритья, успокаивает, дезинфицирует, увлажняет, питает нашу кожу после бритья. Во всех этих средствах присутствует очень важный и приятный парфюм. Поэтому если мужчине он понравился, а он, безусловно, понравится мужчине, то они могут его усилить, используя для этого парфюмерную воду. Поэтому здесь важно понять, почему же все-таки нужно использовать эту воду. Потому что она была разработана с учетом для успешных мужчин. Это работа для успешных мужчин. Он подчеркивает характер мужчины, его отличительные черты, индивидуальность и ауру. А сами ароматы, которые присутствуют в этом парфюме, они уникальны, они были специально разработаны для этого парфюма, и они очень, скажем так, интересны с точки зрения парфюмерной индустрии. Вот здесь есть такой краткий перечень того,
что входит в состав этого парфюма. Видите, какие здесь изысканные ароматы, специальные разработанные вещества из натуральных растительных компонентов. Все это в совокупности дает уникальный аромат, который, в принципе, притягивает, прежде всего, женщин, потому что здесь есть синтетические феромоны, которые притягивают противоположный пол. А в то же время и для мужчин этот парфюм интересен, потому что они видят, какой интересный эффект этот аромат производит на женщин. Поэтому мужчинам тоже захочется иметь такой парфюм, который будет привлекать женщин. И вообще, когда он находится на теле мужчины, для мужчины он очень приятен, и он его, скажем так, выделяет среди остальных мужчин. Ну вот, если так кратко об этой линейке, которая позволяет вам, женщинам, позаботиться в преддверии 23 февраля и в качестве подарка подарить эту замечательную линейку, всю или по отдельности. Вот, пожалуй, все. Поэтому давайте, если есть вопросы и по этой части, то, пожалуйста, готов ответить. Я могу только показать. Вот да, то, как оно выглядит в реальности. Да, очень красивые, да, достойные мужчин. Вот такой шарик. Здесь достаточно, его хватает в принципе где-то на год. Это вот такой после бритья, эмульсия, которая наносится, и гель для душа, и как шампунь для тела. Так, видно его? Да. Вот тоже открывается сверху. Парфюмерной воды сейчас нет, в данный момент она в офисе. Но запахи обалденные и смотрится классно, поэтому мужчины, которые уже пробовали и покупали дезодоранты, они другое ничего уже не хотят. Это однозначно. Поэтому вот это рекомендую, женщины. Если вы еще не решили, что подарить мужчинам, своим любимым, родным, однозначно вот эта серия. Все, спасибо большое, Владимир. Была интересная информация. Поэтому имейте в виду, что подарки у нас тоже для мужчин есть. И для здоровья, и для красоты, и для молодости. Всего хорошего, до свидания. Все, спасибо, всем до свидания. Ставьте нам лайки. Не забывайте, если вам интересно что-то из продукции, если у вас нет дисконтной карты, если вам интересно быть здоровыми, заполняйте анкеты, где я вам показывала фамилия, имя, отчество, телефон, электронная почта. И с вами созвонятся обязательно те, кто вас пригласили. Если в соцсетях смотрите, ставьте лайки и делитесь этой информацией. Всем хорошего вечера и с наступающим мужским праздником. Все, всем до свидания.